Ой, это было очень хорошо, очень уверенно, на скорости. Обычно очень редко, когда вижу, чтобы в парном катании делали каскады из 3 на такой скорости. Молодцы, ребята. Ай! Аж мурашки идут от их прыжков. Это энергия идет от зрителей. Это было потрясающе. Это было очень мощно, очень круто сделаны были практически все элементы, за исключением выброса, который был сделан на 2 ноги, но это не такая серьезная помарка. И можно с уверенностью сейчас сказать, что они вошли в топ фигуристов нашей страны в парном фигурном катании. На прошлом этапе в Омске они заняли 1-е место, победив Мишу Нургалямовым и сделав, казалось бы, невозможное, но они выходят на новый уровень, и мы можем с уверенностью сказать, что они будут бороться сегодня за 3 лидеров. По крайней мере, я этого очень хочу, я за них просто очень сильно болею. Но никому об этом не скажем. За исполнение произвольной программы Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков набирают 145,93 балла. Сумма за 2 программы 215,95. Сороки болел, как никто не болел. Подожди, я хотела что-то сказать, что остроумное. Но вот, блин, в голову ничего не приходит. Он тебя спалил. Я Ты палю что тебя. контору палишь? Потому что женская солидарность. Понятно? Он показал твою фотографию на звонке. Ты что, прикалываешься? Я сейчас его покажу. Потому что надо трубки брать. Давай, показывай. Ладно, ребят, что, я поздравляю вас. Спасибо. Я так за вас болела, переживала. Были все элементы сделаны на такой скорости большой. Я даже
Честно говоря, давно такого не видела в парном катании. Скажите, пожалуйста, ваши ощущения после проката? Очень рада. Опять же, что это закончилось. Опять. Да, я же так говорила. Да нет, на самом деле очень круто, мне понравилось выступать. Особенно я сейчас выходила на старт, вообще не переживала. На разминке упала и подумала, ну все. Ну ладно, да. Да, ну, что будет, то будет. Мы на разминке упали с двойного выброса, и это был... Это было Для меня это был больно. хороший знак. Но обычно всегда, когда на разминке ты валяешь, на прокате все чисто. Не знаю, мне не прикольно было, у меня конек хлюпал. Я в лужи упала, и у меня все по ногам стекло в коньки. Ух, кстати, да, вот немножко вопросики ко льду, да, есть? Как он вам вообще? Нет, на соревнованиях он хороший. Вот мы то, что катались, что в четверг, что сейчас, после заливок. Вообще нормально. Ваши мысли во время проката? Потому что раз сделан элемент, окей, два сделан, уже половина программы сделана. Что вот в этот момент у спортсмена в голове? Вот у вас. Я старался наслаждаться моментом, старался все равно быть в фокусе, и там границу тут держать. Старался Катюшу заряжать взглядом и, как называется, телом своим, языком тела. Старался заряжать. Как ты это показываешь? Давай, Катя, давай. О, подожди, ты что-то... Он говорит, да, мы разговариваем в прокате, это нормально. Очень бодрит, когда ты едешь уже к концу программы вот такой. Это было в Омске, например. Катя там кричит, давай, чуть-чуть осталось. Я такой, оп, включился и сделал 2 поддержки и выиграл соревнования. Блин, вот в этом плюс парного фигурного катания. Я вообще не понимаю, как я в одиночке каталась. Ездишь один на льду, скучно, не поговорить Скажи. ни с кем вообще. Ну вот на Олимпиаде мне тоже скучно было. Я вообще там сама с собой разговаривала, что-то там вообще кукуха полетела. Как быть отдыхать, восстанавливаться? Ты вообще, кстати, с собаками посидел и после Омска говорили? Я очень хотел. Ну, Катя, что-то думаю, не продолжит историю. Что, родители сказали что-то? Нет, они не узнали, мне ничего не говорили. Они просто бешеные 2. Неадекватные 2 собаки. Знаешь, говорят, что собаки в хозяев. Да, Да? да, так есть. Как восстанавливаться будете? Надо подумать насчет показательного номера. На завтрашний день. Если у вас нет показательного номера еще? Вообще А нет. какая-то примета плохая, что ли? Я не знаю. Для нас, да. Никогда не готовим показательный. Нет, один раз подготовили показательный, придумали, костюмы были. А потом раз и отменили все. Куда мы ездили? На финал Гран-при должен быть в Японии Да, быть. и на мир. Поставили это показательный. А тема хотя бы какая? Сейчас? Ну, показательного номера есть Завтрашнего? хотя бы? Ну да. Это проблема будущего. Завтра придумаем что-нибудь. Ну все, Целый вечер еще. супер здорово. А так у Ладно, нас еще родители здесь приехали, поэтому сейчас будем с родителями тусить какое-то время. специально ради вас приехали сюда. Да, у Смотри. меня здесь папа, мама, сестра, дядя, тетя. Уже поговорили? Успели? Нет. Пока нет. У меня вот куча смс-ок непрочитанных, звонков. То же самое. Поздравляем все ваши семьи, поздравляем вас, вы большие молодцы. Выдержали как стойкие солдатики. Давай, ручку. Молодец, молодец. Что-то у ребят с тройным сальховым какие-то есть проблемки. Может, имеет смысл на что-то заменить этот прыжок. Если они поставили в программу, значит, они в нем уверены. Но по ходу сезона прыжки вообще развалились, конечно. Собраться надо. His hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Прыжками у них вообще что-то не пошло сегодня, именно с сольными. Выбросы сделаны были потрясающе. Они очень харизматичные, яркие ребята, и можно
с точностью сказать, что они боролись до конца, и вот в начале сезона они говорили, что есть такая проблема. Если они не делают какие-то элементы в начале, то вся программа сыпется. Здесь они поработали до конца, и даже те элементы в начале, которые не удались, они не смазали впечатление. И я не знаю, что у них было в голове на тот момент, но совершенно точно надо было собраться, и они это сделали, докатали программу до конца очень ярко и эмоционально, с теми эмоциями, которые требует танго. Делай. Я это увидела второй раз в жизни. Так, главное держаться. Эмоциональные качели. Но я ее полностью понимаю, потому что собраться после четверного Саликова достаточно сложно. Настолько переполняют эмоции, что ты еще не успел отойти от одного прыжка, тебе нужно заходить на второй прыжок. И это сложно в плане эмоционально перестроить голову. Вся программа на каком-то нерве. Знаете, они прям те спортсмены, которые погружают тебя в программу, ведут тебя за собой, как будто бы вот эта нить спортсмен-зритель, она вот очень четко прослеживается именно с этими фигуристами. И это на самом деле очень дорого стоит, потому что не каждому спортсмену удается зацепить зрителя. Но это было потрясающе. Четверной выброс, тот элемент, который в мире сейчас никто не делает. И они пошли на этот риск, который был оправдан. И очень зрелищный, конечно, элемент. Прям вот пролетный, красивый, с очень хорошим выездом. Саш, конечно, настоящий боец, пример того, какая партнерша должна быть в спортивных парах. Ну и Дим, конечно, тоже очень хорошо сделал свою работу, сделал все для того, чтобы поддержать Сашу. Держал ее, так скажем, до конца на своих сильных руках. Это было очень круто. Спасибо, ребят. За исполнение производной программы Александра Байкова, Дмитрий Козловский набирают 146,87. Сумма заданной программы 224,29. На данный момент они занимают первое место. Looking for trouble? Never look Давай, for trouble. стой. Never ran. Делай. Only made out. Конечно, поддержка лассо, она называется. But if you go Очень опасная поддержка, потому что если и партнер, и партнерша не попадут в один темп, то как бы поддержка будет просто сорвана, что они и сделали, к сожалению, на Гран-при в Казани и в Омске. you have
in my life, and I love you so. Просто дыши, Господи. Love me true, all Пожалуйста. my dreams. Все. Я думала, что у меня будет сердечный приступ. Ну, совершенно нелепая, как мне кажется, была помарка, Анастасия Мишина, падение Александр с Галямов. выброса. Ну, что тут скажешь? В любом случае, ребята проделали огромнейшую работу и ментальную, психологическую, физическую. Со многими трудностями пришлось столкнуться им. Ну, совершенно точно могу сказать, что это была лучшая, наверное, их форма в этом сезоне. Все элементы были доделаны, видна была большая концентрация, но и было видно вот этот вот драйв, который они обычно показывают. Ребят, спасибо за эмоции, которые вы нам сегодня подарили. У вас новые костюмы. Не могу не отметить, почему было принято такое решение и кто выбирал стилистику. Мы хотели вообще к новому сезону подготовить костюмы, но не успели, поэтому к чемпионату России решили, что будет в самый раз. Расскажи про свои эмоции немножко. Я понимаю, сложно сейчас что-то говорить, но хотя бы в 2 словах. Обидно, что так все произошло. Все лето, всю осень. Приходилось терпеть через боль, выходить на тренировки. Ради такого я считаю, что не на это я терпел, не на этот результат. Ну, год сам по себе был очень тяжелый, очень сложный. Но, видимо, это говорит о том, что мы должны были пройти через все эти трудности, чтобы нас дальше закаляли. Видимо, спорт в этом как раз и состоит, чтобы справляться с любыми проблемами. Но я не понял, почему все так произошло. Так хорошо катили, уже начали 3-ю часть так хорошо, так задорно. И то, что произошло, у меня уже есть определенные мысли на следующую половину сезона, которые, похоже, придется точно менять дальше по ходу сезона. Я предложу тренерскому коллективу, и я думаю, что все согласятся. Саша, а какие? Примерно хотя бы. Насчет фигурного катания, что мы будем исполнять дальше с Настей. То есть это какие-то Рабочие изменения в тренировках, правильно? Да, плюс-минус. Настя, не могу не отметить, как ты потрясающе выглядишь. Очень видна большая работа над собой, в том числе над внешними изменениями. Расскажи, пожалуйста, ты держала какую-то определенную диету, что вот помогло тебе прийти в такую хорошую форму? К чемпионату России я всегда стараюсь прийти в свою лучшую форму. Это всегда непросто, очень сложно ее удержать. Поэтому к чемпионату России всегда прикладываю все усилия, все возможные. У меня к вам очень много вопросов накопилось, потому что очень редко, когда я вижу вас вдвоем. Саша, расскажи, пожалуйста, вот ты сам по себе такой эмоциональный человек, то есть в жизни или это только в спорте? Когда у меня, в принципе, что-то не получается в спорте, то мне всегда очень обидно, очень неприятно за это, потому что я стараюсь, чтобы... мы сами с Настей люди-максималисты, и если сравнивать обычного человека, который
ну, не в спорте, скажем, и профессионального спортсмена. Это абсолютно разные люди с психологической точки зрения, по-разному видят этот мир, и у них у каждого человека разный смысл того, как нужно приходить, разный путь к тому, как нужно идти к своей цели. Поэтому, что касаемо эмоциональности, в жизни я, понятно, уже раньше, да, наверное, таким же был эмоциональным, но сейчас уже с годами я нормально ко всему отношусь, то есть более снисходителен. В спорте, это спорт, что я сделаю? Ну да, ребят, у каждой пары не только в спорте, но и в жизни случаются кризисные моменты, поэтому я желаю вам успехов, удачи, и уже виден колоссальный результат проделанной работы, поэтому давайте, пожалуйста, обнимаски, да, вместе обнимаски, вот сюда. Все, ребят, пожалуйста, соберитесь. А то еще раз не придешь ко мне на влоге, Да получишь. давай, да погнали, без проблем. Получишь по попке. Давай. За исполнение производной программы Анастасия Мишина, Александр Галямов набирают 144,60 балла. Сумма за две программы 223,63 балла. Наконец-то у вас, знаете, что говорится, поперло. Расскажите про ваши эмоции. Я видела, что вы плакали. Вдвоем. Я, по-моему, еще больше, чем Ты тоже Саша. плакал. Накипело. Мы очень много работали, и для нас было очень важно держать эту победу именно с нашими тренерами, с которыми мы работаем сейчас. Это было очень сложно, это было для нас важно. Я думаю, что это было важно и для них в том числе. Мы к этому долго шли, все время что-то не складывалось, все время что-то не получалось. И, конечно, мы это очень хотели. Мы по ходу нашего турнира об этом на самом деле сильно не думали, концентрировались на элементах, на своем выступлении, но подсознательно все равно мы понимали, что даже хорошие прокаты и второе место это не то, зачем мы сюда приехали. И когда мы в итоге увидели в драматичной раскладке первое место, эмоции просто поперли, адреналин выплеснулся, по-другому никак. Понимаешь, одно дело, когда ты катаешь свою программу идеально, и у тебя там запас 15-20 баллов, ты понимаешь, что ты первый уже 100%, это одни эмоции. Как мы, например, с Сашей выиграли наш чемпионат Европы. Когда мы откатали произвольную программу, и мы уже на льду, я по ходу проката понял, что мы уже чемпионы Европы. А когда интрига сохраняется до последнего, и в итоге она складывается в рамках нескольких сотых, вот мне даже интересно, какая в итоге у нас разница между первым и вторым. Там вообще 60 сотых. Очень мало. Поэтому, знаешь, это драма, это настоящий триллер. И сегодня у нас этот триллер сыграл в нашу пользу. Короткая программа не совсем удалась, там был достаточно большой разрыв, как мы все понимаем, что короткой программой нельзя выиграть, но можно проиграть. И вот какие мысли были после короткой программы, как вы настраивались на произвольную? Мне вообще, в принципе, проще настраиваться на произвольную программу. Не знаю, вот именно в этом сезоне это как-то так происходит. Знакомая ситуация. Да. Вот. И я была достаточно спокойна, но расстроена тем, что как бы в короткой программе не получилось все-таки показать максимум. Но мне Дима сильно помог. Он сказал забыть предыдущий день, уже думать о новом. И к произвольной достаточно спокойно подходила, с достаточно холодной головой. Знала, что, скорее всего, все будет хорошо. Угу. То есть спали спокойно? Да, я сегодня вообще прекрасно поспала. Отлично. Самое главное выспаться для спортсмена. Как будете отдыхать, чем себя порадуете?
Я видела, у тебя тут мамой приехала к тебе поддержать. Ну, слушай, родители у меня в Петербурге-то и живут, поэтому им ехать не то чтобы очень далеко. Но все равно кому-то, знаешь, Ну, родные, отвлекает. ты знаешь, они у меня не так, чтобы часто куда-то выбираются, особенно вместе с отцом. Все-таки работа, есть определенная занятость, нет такой возможности всегда приехать и посмотреть. Но для меня очень важно, что они здесь. Буду отдыхать. Сейчас, я думаю, что пойдем поддержим наших девочек из нашей группы. Все-таки хочется, чтобы первые 4 строчки были именно за нашими спортсменками. Они это могут. Посмотрим, как сложится. Это вот пока такая ближайшая цель. А потом отдыхать, посмотрим, как будет складываться сегодняшний день. Но хочется насладиться этой по-настоящему для нас важной победой. Спасибо большое, ребята, я прям искренне насладилась. Но эмоциональные качели в любом случае у нас сегодня были. Это точно. Надо отходить после такого. Да, а как... Мне кажется, что ты просто слишком сильную концентрацию выдала на четверном выбросе, и потом как будто бы так сильно обрадовалась, что не успела сконцентрироваться на другой прыжок. Вот какие у тебя мысли? Нет, особой эмоций после четверного выброса я не испытала, потому что часто его делаем, практически всегда. Вот, и у меня просто почему-то не набрался ход на тулуп. Я люблю с большого хода именно тулуп прыгать, мне так легче, меня поднимает в прыжок, а когда хода нет, мне очень тяжело. Вот, и тут так произошло, что я как муха ползла на него. Что ты подумала в этот момент? Да ничего, на самом деле я за свой тулуп переживал больше, потому что обычно на тренировках, если кто-то на тулупе ошибается, это я. Я думал о том, как мне на него разогнаться, как мне правильно с технической точки зрения его исполнить, чтобы все получилось. Тулуп я сделал очень хорошо, и когда я уже поворачивался после тройки, я смотрю, а Саша отдыхает. Саша решила прилечь. Как кошка. Вот. Я, честно говоря, в один момент просто сбился, потому что я просто не ожидал этого. Саша на тулупах ошибается так редко, что это случается, по-моему, раз в полгода, включая тренировки. Это не тот элемент, на котором он Чемпионат России – это старт, где может случиться все, что угодно. Это наш любимый старт, Ну, между сегодня прочим. случилось все, что угодно. Ну, смотрите. Работали, выиграли чемпионат России. Следующая какая задача? Или вы пока отдохнете? Да, пока Надо отдыхать. отдохнуть. Арин, надо вот сейчас вот отдохнуть, спокойно встретить Новый год, откатать 2-3 шоу и насладиться вот этой победой. А потом уже Что загадаете у Дедушки Мороза? возвращение на международную арену. Однозначно. Пора уже. Мне кажется, уже мы созрели, и там тоже Вы все давно созрели, вы уже, уже настолько созрели, что, знаете, фиолетовые стали такие. Поэтому вы все поняли. Короче, переведите там на английский. Ладно, спасибо большое, ребят. Спасибо, Арина. Спасибо. Сюда отдыхайте. Это не конец, а начало большого пути. Будьте вдвоем. Больше говорите о том, что вы делаете. Ради Бога, не собачьтесь. Хорошо.